Польша призывает к удару по России и любой форме давления на Москву. Заявление представителя Варшавы. Секретный саммит мировой элиты стартовал в Швеции. На повестке дня будущее Украины и не только. Что еще могут решить за закрытыми дверями без журналистов и лишних глаз до ушей? Россия наступает не только на фронте, но и на нервы Запада. Мировая пресса пишет о продвижении сил ВС РФ, а Зеленский заявляет о вытеснении армии РФ с украинской территории, где ВСУ пошли в атаку. Названы сроки завершения войны и решение Берлина, как Германия отказалась от одной помощи Киеву, но передала другую. Где Таурусы? Шантаж, угрозы и неблагодарность. Венгерский премьер Орбан накинулся на ЕС и Киев. Детали нового скандала. Латвийским чиновникам запретили ездить в Россию и Беларусь. В Ташкенте грандиозный скандал из-за вице-премьера РФ, который передал привет от Путина, а Казахстан возвращает свои земли. Громкий территориальный поворот в республике. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начнем с нового заявления из Белого дома. Недоволен Путиным и Зеленским. Трамп вновь заговорил о своем разочаровании действиями Москвы и Киева. Американский президент удивлен, что война до сих пор не завершена, несмотря на потери, которые несут стороны. При этом спецпосланник Трампа Кит Келлог накануне заявил, каким должно быть завершение боевых действий. Он намекает на заморозку войны по нынешней линии фронта. Никто больше не потеряет, никто больше не получит. Мы стремимся к всеобъемлющему прекращению огня на местах. То есть земля, на которой вы физически находитесь, становится вашей. Это либо юридически закрепляется, либо просто учитывается факт того, что ваши солдаты удерживают эту территорию. Кроме того, мы хотим добиться возвращения детей, пленных, чтобы создать устойчивое прекращение огня в долгосрочной перспективе. Устойчивое не только для украинцев, но и для Европы. А затем попытаться вернуть русских в то, что я называю Лигой порядочных наций, чтобы все работали вместе, чтобы был определенный баланс. Тем временем Киев высказывает свое недовольство поведением американцев. Украина возмущена поздравлениями, которые госсекретарь США Марко Рубио направил Москве, когда говорил о Дне России. В МИД Украины дали понять, поздравления в адрес Путина и россиян из уст лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, КНДР и Сербии, а также госсекретаря США – это награда для России. Вы знаете, мне как министру страны, которая воюет, сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран российскому агрессору. Они публично поздравили Россию с национальным праздником. Они поздравили страну-агрессора. Не может быть награды за агрессию. Не может быть награды для страны-агрессора. Сибига при этом заговорил о сроках завершения войны. Считает, что боевые действия должны закончиться в этом году. По крайней мере, таковы надежды. А в Кремле же прокомментировали слова Рубио. Там его поздравлением остались довольны. Это очень позитивные новости. Они еще раз показывают, что нынешняя администрация в Вашингтоне полностью отличается от предыдущей администрации Байдена. И при сохранении большого количества разногласий, которые неизбежно всегда были и будут между нашими странами, все-таки администрация выступает за диалог и за решение самых сложных проблем путем диалога. Это совпадает с нашим подходом. Но как долго Москва будет довольна действиями американцев? Ответ на этот вопрос хочет найти Зеленский. Он заявил, что со дня на день у него состоится встреча с Трампом, на которой он поставит вопрос ребром. Когда будут введены новые санкции против России? В любом случае, окончательное решение принимает Белый дом. Оно зависит от президента Соединенных Штатов Америки. Я ожидаю, что у нас состоится разговор на саммите G7. И я очень надеюсь, что если соответствующие решения не будут приняты до того времени, я смогу хотя бы понять, насколько мы близки к этому решению.
И если этот вопрос остается нерешенным, то другой союзник Украины, Германия, дает заднюю. Несмотря на все заявления Мерца, накануне Берлин заявил, Киеву передавать дальнобойные ракеты «Таурус» никто не собирается. Заявление в присутствии Зеленского на совместной конференции в Киеве сделал министр обороны Германии Борис Писториус. Несмотря на это, Берлин профинансирует дальнобойное оружие для Украины и передаст другую военную помощь. От этого немцы не отказываются. Наоборот. Именно поэтому Германия готова предоставить финансирование, софинансировать системы дальнобойного огня, которые производятся в Украине, и первые такие системы должны быть доступны в ближайшие месяцы. Во-вторых, мы предоставим средства, чтобы правительство Украины и вооруженные силы Украины могли закупать оборудование у украинской оборонной промышленности. В то же время глава немецкого МИДа заявил, что Путин не проявляет готовности вернуться за стол переговоров, а звонить Лаврову бессмысленно. Вадефуль, который пришел на смену Анналене Бербак, считает, что у Кремля слишком завышенные требования к Киеву. Предлагаю послушать. Путин, напротив, остается бескомпромиссным, продолжает выдвигать максимальные требования и использует дипломатию лишь как декорацию. Международное сообщество не может это принять, и поэтому мы полны решимости усилить давление с помощью дальнейших санкций, например, в энергетическом и финансовом секторах. И мы сделаем все возможное, чтобы последовательно предотвращать любые попытки уклонения. Отмечу, что накануне представители ЕС сделали большое количество заявлений относительно российско-украинской войны. В Риме прошла встреча представителей Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и других членов Европейского Союза. Генсек НАТО Рютте и глава МИД Украины также приняли участие в этих переговорах. При этом представитель Польши призвал к удару по России. Сикорский считает, что Россия заслужила любые формы давления. Необходимо использовать любые и все формы давления на Россию, включая ужесточение санкционного режима и развитие наших военных возможностей. Наше единство и решимость играют ключевую роль в принуждении России к прекращению этой ужасной войны. О событиях в Украине продолжили говорить и говорят сейчас не только в Италии. Секретный саммит мировой элиты стартовал в Швеции. Заседание Бильдербергского клуба. Встреча группы политиков, миллиардеров и топ-менеджеров, которая с 1954 года обсуждает судьбу мира. Без камер и журналистов. В повестке не только будущее Украины, но и отношения НАТО, миграция, искусственный интеллект и оборонные технологии. Все строго за закрытыми дверями, без трансляций. Отсюда масса протестов и теорий заговора. Мол, именно здесь принимаются решения, которые потом становятся глобальной политикой. Что решат в Стокгольме, мы не узнаем, по крайней мере официально. Друзья, что думаете о заявлениях Писториуса, Зеленского и отношениях России и США? А также как вам слова и критика, а точнее разочарование Трампа в Зеленском и Путине? Напишите свои комментарии по этому поводу, а я пока продолжу. Россия наступает и не только на фронте, но и на нервы Запада. В мае российские войска заняли больше украинской территории, чем почти за весь 2023 год. Цель Кремля не просто новые земли, а психологическое давление на Запад. Заставить поверить, что победа Москвы лишь вопрос времени. Об этом пишет Wall Street Journal. Город Константиновка – вот новый центр тяжести летнего наступления. Российские войска продвигаются при поддержке новейших дронов на оптоволокне. Кроме того, Россия наращивает силы и на севере Украины, в районе Сумской области. В последние 2 года прогресс на поле боя был постепенным и дорого обходился обеим сторонам. Однако в последние месяцы Россия ускорила темпы продвижения, как это было прошлой осенью, до того, как неблагоприятные погодные условия замедлили ее прогресс. При этом Зеленский накануне заявил, что ВСУ не стоят в обороне, а контратакуют и вытесняют на Сумском направлении силы ВС РФ. Был сегодня доклад главкома Сырского. Фронт и, прежде всего, Покровское направление. Курская операция, Сумское приграничье. Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупанта. Спасибо вам. Отмечу, что в последние недели западная пресса активно уделяла внимание фронту и писала о том, что война РФ и Украины – это во многом война дронов. Если в Украине силы беспилотных систем были созданы в феврале 2024 года, то в России они вот-вот появятся. Об этом заявил Путин. Сейчас у нас создаются войска беспилотных систем, как отдельный род войск.
И надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие. Мы знаем, как противник действует, но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того, мне кажется, мы накопили хороший опыт для того, чтобы создать этот род. Шантаж, угрозы и неблагодарность. Венгерский премьер Орбан именно так описал отношения с Киевом. Он вновь раскритиковал Украину за, как он выразился, давление на Будапешт из-за позиции по евроинтеграции. По словам Орбана, вместо уважительного диалога Киев пытается шантажировать только потому, что Венгрия не спешит поддерживать украинское вступление в ЕС. Орбан уверен, украинцы не признают право венгров принимать самостоятельные решения, особенно если это решение не в их пользу. При этом венгерский премьер выставил Украине счет, напомнив, что Будапешт помогал Украине, пропускал беженцев, лечил раненых, обучал украинских детей. И теперь, по его мнению, Киев вместо угроз должен говорить спасибо. Недоволен Орбан и Брюсселем. ЕС он раскритиковал за рекомендации для Венгрии, заявив, что это список требований из брюссельской колдовской кухни. Среди прочего, он вновь заявил, что недоволен рекомендациями, которые касаются Украины. Мы знаем, зачем они это делают. Чтобы корпорации зарабатывали больше, чтобы у Украины было из чего финансировать войну. А платить за все это должны венгерские люди. Мы не позволим разрушить Венгрию из-за Украины. Напомню, между Зеленским и Орбаном не утихают скандалы. На днях Зеленский заявил, что Венгрия неоднократно пыталась вмешиваться во внутренние дела Украины десятками различных способов. А Орбан, по мнению Зеленского, использует Украину для собственных избирательных целей. Орбан же неоднократно говорил, что приложит все усилия для того, чтобы не допустить членства Украины в Европейском Союзе. Латвия закрывает границу для своих чиновников. Поездки в Россию и Беларусь под запретом. Сейм Латвии окончательно утвердил закон, который запрещает госслужащим, военным, судьям и дипломатам выезжать в РФ и РБ, даже транзитом. Под удар попадают те, кто имеет допуск к гостайне, работает в министерствах обороны, юстиции и внутренних дел, а также сотрудники антикоррупционного бюро, налоговой, таможни и судов. Запрет жесткий. Поездка в эти страны – повод для увольнения. Исключение только по служебной необходимости или гуманитарным причинам, и то с отдельным разрешением. Официальная цель – защитить Латвию от вербовки, шпионажа и давления со стороны Москвы и Минска. Власти Латвии предупреждают, речь не только о сливе информации, но и о возможной подрывной деятельности. Индия занимается расследованием падения самолета в Ахмадабаде. Жертвами трагедии стали более 300 человек, пишет The New Indian Express. И это не только пассажиры и экипаж, но и те, кто находился в общежитии медицинского колледжа, на которое рухнул самолет, летевший в Лондон. Выжил лишь один пассажир Боинга, сидевший на месте 11А. Лайнер, напомню, упал буквально через несколько секунд после взлета. По предварительным данным, погодные условия были идеальными, пилоты подали сигнал бедствия, но не успели даже убрать шасси. По кадрам с места видно, двигатели работали, внешнего взрыва не было. Возможная причина – критическая ошибка на взлете или внезапный отказ управления. BBC пишет, что качество видеозаписи, на которой виден взлет и падение самолета, не позволяет точно разобрать, в какой конфигурации находилась механизация крыла, плоскости в его задней части, которые обычно отклоняются вниз на небольшой скорости при взлете или посадке, создавая дополнительную подъемную силу. Министр авиации Индии назвал трагедию шоком для всей нации. Прежде всего, мы, естественно, смотрим на взлетно-посадочную полосу. Какой был курс самолета? Были ли препятствия на полосе? Были ли какие-либо внешние условия? Затем мы изучаем сам самолет. В каком положении находились шасси и взлетные механизмы? Как были настроены закрылки? Были ли отклонения от стандартных протоколов взлета? Также анализируются записи переговоров с диспетчерами и записи в кабине пилотов. Мы рассматриваем все эти элементы, а также саму сцену происшествия. Скандал в Ташкенте. Более 50 представителей США и стран Евросоюза покинули зал прямо во время выступления российского вице-премьера Александра Новака на Международном инвестиционном форуме. Демарш случился сразу после того, как он передал привет от Путина. Мероприятие, открытое президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, должно было пройти в деловом ключе, но превратилось в площадку для политического конфликта. Модератором заседания должен был выступить знаменитый журналист CNN Ричард Квест, но он
ООН отказался вести форум, узнав о присутствии российского чиновника. Об этом пишет радио Озодлик. Источники издания говорят, что Запад ответил мгновенно. Делегации США, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и других стран покинули зал в знак протеста. Казахстан возвращает земли в свою собственность. Громкий земельный поворот в Алматы. Более 840 гектаров земли в живописной горной местности Алматы на сумму 54 миллиарда тенге снова стали государственной собственностью. Эти земли, как выяснилось, были незаконно переданы в частные руки, причем речь идет не о каком-нибудь фермере, а о влиятельной структуре – Международная ассоциация клубов. Как сообщает прокуратура Алматы, речь идет о землях водного фонда, а это значит, по закону они вообще не подлежат продаже. Но несмотря на это, земли оказались оформлены в частную собственность. Алматинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и аннулировал сделку. Земли вернулись республике. Медиа Казахстана пишут, что это не первый подобный случай в республике. Друзья, хорошего вам дня и настроения. Спасибо вам также за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.